Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшнюю трансляцию по тибетской формуле. Здоровым быть легко поможет вам Андрей Дуйко. Я постараюсь максимально быть полезным вам, отвечу на ваши вопросы, которые касаются здоровья, питанию, здоровому образу жизни. Хочу сказать, что сегодняшняя трансляция называется «Ответы на вопросы о питании и здоровье». Это вебинар 4 апреля 2023 года. Прямо для вас и сейчас указана вот здесь информация. Вы можете видеть адрес нашего сайта tibetan-formula.com, а также номера телефонов, куда вы можете прямо сейчас набрать и во время проведения данной трансляции получить 10% скидки на любой из продуктов, которые вы хотите приобрести прямо сейчас во время данной трансляции. Поторопитесь, назовите ключевое слово «Дуйко трансляция» операторам, и они сделают вам скидку на покупку любого продукта, о котором я буду сегодня рассказывать. Итак, прежде всего я постараюсь ответить на ваши вопросы. Сейчас, секунду. Итак, наша трансляция, она посвящена вопросам питания. Может ли каким-либо образом человек изменить свое состояние, используя определенные виды питания и так далее. Сегодня я расскажу, какие существуют продукты питания, которые можно использовать с целью для того, чтобы похудеть, снизить вес, убрать холестерин высокий или помочь желчному пузырю или разгрузить желчный пузырь. Какие использовать продукты питания и как заниматься физическими тренировками для того, чтобы были результаты. Ну, с чего бы начать, знаете? Такое большое количество информации, я обычно с этих слов начинаю, такое большое количество информации есть сейчас в интернете. И очень часто такая информация, она противоречива. Я смотрю на различную информацию и могу сказать, что в большинстве своем информация не только противоречива, она недосказана или гипотетическая, не основывается никаким образом на науке, и иногда она вызывает, сомнения, может быть, нет, а вот указывает на бесполезность, а в некоторых случаях даже на опасность применения таких рекомендаций. Например, чтобы не быть голословным, очень часто рекомендуют пассивное движение. То есть вы можете столкнуться с проблемой похудения таким образом. Вы начнете пассивно двигаться, начнете гулять, начнете заниматься кардиотренировками. Сейчас, кстати, очень много есть видео, где говорят о тренировках, о том, что это самый лучший вид, наверное, работы над своим избыточным весом и так далее. Что очень полезно ходить и дышать на улице, что это все очень снизит вес и улучшит ваше здоровье. Но все ли так на самом деле, как говорят те люди, которые рекомендуют это? Дело в том, что скорее всего, в этом есть подводные камни. Они заключаются вот в чем. Дело в том, что нужно понимать, что когда человек начинает заниматься физическими упражнениями, он должен знать о процессах, которые происходят в нашем теле. Таких процессов два. В момент того, когда человек занимается активно физическими тренировками, у него начинает грубо в кровь выходить, повышаться холестерин, липопротеины, высокой плотности, низкой плотности, средней плотности, что фактически является, которые расщепляются, что фактически говорит о том, что процесс или запуск похудения запущен и так далее. Но не все так просто. Дело в том, что когда вы занимаетесь физическими упражнениями, и ваше тело нагревается, то происходит запуск такого процесса выхода в кровеносное русло липидов. И в тот момент, когда вы прекращаете заниматься данными упражнениями, то выход липидов остается в вашем кровяном русле, и ему необходимо куда-то вернуться. Но в нашем теле существует некая такая
традиция, которая связана с тем, что подобное притягивает подобное. Концентрация или высокая концентрация подобного притянет к себе подобное. Таким образом, вот выглядит обычно человек так. У него могут быть там большая жировая складка в области воротниковой зоны, подбородка, она может быть в области живота. И человек начинает заниматься активными тренировками. То есть он начинает, как по моей даже рекомендации, либо гулять по вечерам, либо заниматься мягкими спортивными упражнениями, орбитреком, или беговой дорожкой, или велосипедом, или еще чем-либо. После чего прекращает заниматься, там, приходит домой или, находясь дома, начинает отдыхать, появляется ощущение, улучшается общее самочувствие, это естественно. Что же происходит с организмом? Те липиды, которые у вас находятся в этот момент или продолжают выделяться в кровяное русло, они начинают откладываться в виде жировой прослойки. Но откладываются они в этом случае в том месте, где у вас самое большое количество жиров. То есть, когда человек начинает заниматься активно спортом, начинает использовать беговые дорожки, начинает использовать там велотрек или велотренажер или что-либо еще, то он должен столкнуться с тем, что результат от применения данных упражнений ему не понравится. И вы с этим 100% сталкивались. То есть, когда человек начинает заниматься кардиотренировками, начинает гулять, то вдруг в какой-то момент, через там 1 неделю-2, на фоне общего похудения вы столкнетесь с тем, что у вас может увеличиться грудь, может увеличиться живот, может увеличиться складка шеи, может увеличиться подбородок. Или те места, где у вас наибольшее количество накопленных жировых складок или отложений. Ну и вы теперь понимаете, с чем это происходит. Но можно ли как-то с этим сражаться или что-то с этим делать? Существует некий нюанс, который связан с адреналином. В случае, если у человека выделяется в момент тренировки или после тренировки адреналин, то он купирует выход холестерина. И вот что необходимо делать. После того, когда вы занимаетесь спортивными или силовыми тренировками, то после окончания таких тренировок заканчиваете всегда очень мощной активностью с высоким дыханием, так, чтобы ваш пульс поднимался выше 120. То есть это либо также можно использовать подпрыгивание, активное дыхание, крик. Это в случае, если вы не можете принять L-карнитин. Дело в том, что существует аминокислота L-карнитин, которая купирует дальнейшее выделение холестерина и приводит к тому, что и холестерин, и липопротеины низкой, очень низкой плотности, средней плотности, низкой, очень низкой плотности начинают распадаться. Для того, чтобы это произошло, заканчиваете тренировку, которая спокойная тренировка беговая, мегаактивной тренировкой, скоростной и очень короткой, либо прыжками, либо тяжелейшими силовыми упражнениями, которые должны происходить в очень быстрой форме, очень быстро. Либо очень быстрым активным дыханием, в ходе которого можно завершать просто активными упражнениями с активным дыханием, так как активное дыхание тоже увеличивает количество адреналина. И либо дыхание с создаванием звука. То есть создаванием звука, резким выдохом, это все сжатием максимальным мышечного каркаса. Это все приведет к выделению адреналина и купированию холестерина. Таким образом вы сможете добиться результата, в ходе которого жировые отложения не будут возвращаться или не будут накапливаться в вам ненужных местах. Вот. Далее. Ну и, конечно, применение L-карнитина. Вы о нем помните, я о нем вот вам сейчас рассказал. Несколько слов о продуктах питания, которые наверняка на 100% могут помочь человеку снизить холестерин, похудеть. Какие это продукты питания? Ну, на первое место необходимо поставить зеленый чай. Питье зеленого чая способно уменьшить вес человека
Питье зеленого чая мною рекомендовано огромное количество раз. Я многократно говорил о том, что если пить зеленый чай и принимать его часто, улучшится у вас общее состояние. Но есть минусы зеленого чая. Минусы зеленого чая заключаются в том, что если вы очень активно начнете принимать зеленый чай, то вы можете столкнуться с тем, что у вас будет нарушение сна. Так как зеленый чай блокирует процесс релаксации, происходит активация расщепления жиров, увеличивается количество энергии в митохондриях. За счет этого будет ощущение бодрствования, будет ощущение повышенного настроения и так далее. Это человек может столкнуться с тем, что на протяжении дня употребление огромного количества или большого количества, или маниакальное употребление чая может привести к тому, что у вас будет бессонница и будет происходить нарушение сна. Именно поэтому я рекомендую применять диету, в ходе которой вы будете пить зеленый чай с утра и, наверное, где-то до 3-4 вечера. Более позднее время зеленый чай пить не стоит. Также я рекомендую зеленый чай принимать не в большом количестве, а принимать маленькими порциями. Порциями по 30-50 грамм за один прием, но на протяжении разного времени. Допустим, 30-50 грамм в утреннее время, потом послеобеденное время, ближе в вечернее время. То есть его нельзя пить в большом количестве, использовать необходимо небольшие концентрации. Самый лучший зеленый чай — это зеленый чай сорта белый. Также зеленый чай, который при заваривании имеет цвет зеленый. Рекомендую использовать чай пуэр, вьетнамские сорта чая, чай-порох китайский. Так, сейчас смотрю на вопросы, которые вы мне задаете. В зеленом чае находятся катехины, антиоксиданты. От зеленого чая человек худеет, у него улучшается общее самочувствие, изменяется цвет кожи. В свое время, когда я путешествовал по Китаю и путешествовал по Вьетнаму, то меня очень удивили китаянки. Я был в одной семье, отца этой семьи, или главного члена семьи звали Тяньба. И у него была жена, правда не помню, как ее звали. И у нас было путешествие совместное. Она, 2 дочерей этого мужчины, мужчина за рулем. Мы ехали 7 или 8 часов от Гуанчжоу. И когда мы ехали на его микроавтобусе, то когда мы утром проснулись, то очень плотно все поели. Потом переехали в одно место, девочки ели пончики. Потом переехали в другое, на заправке ели хот-доги. Потом приехали к его отцу, отец приготовил утку. Съели утку, съели зажаренного карпа. Вечером приехали гости, выпивали, после чего приехали в ресторан. Это было уже в 10-11 часов. И я все время наблюдал, как ели женщины. Они ели в огромном количестве, причем много пищи, и жирной, и сладкой, и так далее. Это продолжалось неделю, и я, естественно, за эту неделю очень набрал вес, потому что, они нет. И я подумал, в чем секрет того, что многие люди, которые находятся на территории Китая, особенно такие семьи, у которых есть высокий достаток, которые не запрещают себе питаться, как им хочется, причем питание у них не всегда здоровое, как правило, нездоровое, тем не менее и выглядят хорошо, и не поправляются. И все заключается в том, как они мне сказали, что они на протяжении дня все время в термосе пьют зеленый чай. То есть они его заваривают и пьют на протяжении всего дня, и они к нему привыкшие. Пьют его, правда, очень крепким, но буквально один глоток на протяжении дня выпивает один человек 150-300 грамм такого очень крепко заваренного чая в разное время по одному глотку. Как сказала китаянка, это все помогает ей улучшить состояние пищеварения. Второе, выглядят они очень хорошо, молодо, с хорошими красивыми волосами, зубами. И
Я могу сказать, что китаянка сказала, что питье чая помогает ей хотеть пить воду. Они действительно на протяжении дня все время пьют большое количество воды. Воду покупают китайскую, я не помню, с красными этикетками, которая очень популярна в Китае. И в действительности обычный человек, который не пьет чай, не может выпить воду, а если начинать принимать чай, то воды пьешь больше. Второе. По моему мнению, есть такие варианты, о которых человек не знает. Допустим, очень часто человек не знает, что существует тибетская медицина, китайская медицина, аюрведическая медицина. Она говорит о том, что у человека есть определенные часы, в ходе которых его органы работают максимально, или в ходе которых органам необходима какая-либо поддержка. Вот допустим, когда вы придете к любому терапевту, то одним из вопросов при постановке вашего диагноза для создания анамнеза будет, наверное, вопрос о стуле. То есть, есть ли у вас и дальше утренний стул? Что это обозначает? Есть ли у вас процесс дефекации в утреннее время? Процесс дефекации, я надеюсь, все понимают, что это такое. То есть, есть ли у вас утром утренний туалет, в ходе которого вы не просто ходите по маленькому, а ходите еще и по большому. Так как считается, что нарушение утреннего стула является одной из причин появления заболеваний и может говорить о диагностике определенных, может быть гипотезой по постановке правильного диагноза в дальнейшем. То есть таким образом, почему так важно и что это такое? Вот смотрите, точно так, как важно человеку вечером иметь сон, и у человека необходимо спросить, вы спите по ночам? И человек говорит, допустим, я не сплю по ночам. Может ли это быть диагнозом? Или может ли это указывать на то, что у человека есть нарушения какие-либо физиологические? Ну, конечно, точно так же у человека в утреннее время должен быть стул. И нарушение стула очень часто приводит к огромному количеству проблем, которые могут возникать у человека. С чем обычно связан стул у человека? Стул у человека, как правило, связан с отходом желчи. Как правило, отход желчи приводит человека к тому, что у него появляется желание или процесс дефекации. То есть в этот момент, когда вы просыпаетесь утром, вы там воду пьете или съедаете что-то, это все должно привести к тому, что у вас появиться должен процесс дефекации. В случае, если он не появляется, о чем это говорит? Это говорит о нарушении общего процесса пищеварения, в ходе которого, видимо, у вас есть либо холецистит, либо у вас есть заболевание дискинезия желчных протоков, либо у вас есть заболевание холецистопанкреатит, эзофагиальный рефлюкс, ну и так далее. То есть это все в процессе может быть или может послужить постановкой определенного, в процессе опроса врачом может послужить постановкой определенного диагноза. Ну и к чему я это все говорю? Существует определенная система, о которой я часто говорю. Это система знаний, которая может помочь человеку максимально улучшить свое здоровье. Если человек будет помнить 3 элемента, которые связаны с определенными продуктами питания, которые в ходе дня человек должен применять для запуска своего организма. Какие это продукты питания? Смотрите. В случае, если у вас есть запоры, в случае, если у вас есть проблемы с желчным пузырем, дискинезия желчных протоков, эзофагиальный рефлюкс, галитоз, если у вас есть проблемы, связанные с дефекацией по утрам, и о чем это и что необходимо с этим делать, есть формирующееся желчекаменное заболевание, то есть рекомендация, которая звучит так. Вам необходимо утро начинать с небольшого приема дольки грейпфрута. Небольшого приема дольки грейпфрута. Если вам это не подходит, то
вместо грейпфрута небольшое количество приема чего-либо, связанного с жирами. То есть это может быть мультивитаминный комплекс АЕ, допустим, витамина А, Е и К. Да? А в случае, если у вас нет возможности принимать, то можно любую жирную пищу. Это может быть там лосось, это может быть оливковое масло там, с небольшим кусочком там, хлеба, или это может быть авокадо. То есть все, где находится высокое количество жиров, для того, чтобы стимулировать работу вашего желчного пузыря. Утро создано для стимуляции желчного пузыря. Но, смотрите, я уже об этом говорил, еще раз хочу сказать вам. В случае, если у человека пониженная кислотность, то ему можно принимать грейпфрут натощак. Если у человека повышенная кислотность, то ему грейпфрут натощак принимать нельзя. Как определить, повышенная кислотность или пониженная? Как правило, при пониженной кислотности у человека вырабатывается или появляется галитоз, то есть у него появляется плохой запах гниения из ротовой полости. Отрыжка в ночное и дневное время является фактически признаками заболевания эзофагиальный рефлюкс, который, как правило, формируется на фоне пониженной кислотности, а не повышенной. Повышенная кислотность — склонность к диарее, диспепсии, метеоризму. Пониженная кислотность к запору, дискинезия желчных протоков, галитозу. Таким образом, можно сказать, что если у человека утром стул естественным образом, при этом еще и с несварением, то есть не сформированный стул, при этом еще и несколько раз на протяжении дня, то есть условно можно сказать, что это развитие диспепсии, то что нужно этому человеку? Ему утром грейпфрут принимать не стоит. А что ему стоит? Для того, чтобы с самого утра снизить кислотность ЖКТ, такому человеку необходимо принять 1,2 стакана горячей воды, кипяченой. Но в случае, если у вас запоры, то вам нужна не кипяченая вода, а горячая вода. Горячая вода стимулирует выброс желчи, холодная вода. Теплая вода снижает кислотность. Поэтому в случае, если запор, теплая вода не нужна. Холодная вода повышает кислотность, поэтому если у вас запоры, утром лучше начинать с холодной воды или очень горячей. Ну, горячую воду, зачем ее пить утром? Это сложно. Третье. Поэтому тем людям, у которых есть диарея, у которых есть сахарный диабет второго типа, который, как правило, связан все-таки с повышением кислотности, с высоким гастрином. Это когда у человека любые нервные, любые неврозы, любые переживания и любые состояния, которые связаны с страхами, там, беспокойством и так далее. Вот такие состояния, они вызывают у человека спазмы, и у человека появляется желание дефекации. То есть в этом случае нельзя утро начинать с грейпфрута. В случае, если у вас любые переживания вызывают или появляется отрыжка, плохой запах изо рта, вам необходимо утро начинать с грейпфрута. Могут ли вообще цитрусы быть полезными? Одна из особенностей грейпфрута заключается в том, что грейпфрут очень хорошо снижает холестерин. Если взять часть грейпфрута и смешать с оливковым маслом, взболтать при этом и выпить в утреннее время, то у людей, у которых или даже принимать такой напиток на протяжении дня, но причем так, чтобы его было не более 50 граммов за раз, за один прием, это снизит ваш холестерин, улучшит общее состояние, в том числе вашей печени, в том числе вашего желчного пузыря, в том числе вашей слепой кишки и так далее. В некоторых случаях даже улучшит состояние, зубной эмали и даже зрения. Кстати, применение грейпфрута в таком виде, в виде сока, поможет вам в
том числе и похудеть. О жирах, несколько слов о жирах. Как я уже говорил в Lipid Formula, это такой журнал, который вы можете найти в интернете. Была опубликована статья, в ходе которой были опубликованы научные доказательства обоснованности применения растительных жиров в ходе, как ни странно, лечения заболеваний, связанных с повышенным холестерином, то есть атеросклероза, и просто повышением холестерина. То есть было рекомендовано, на первом месте стояло масло, которое называлось кукурузное, но более всех остальных показывало снижение холестерина. На втором месте стояло оливковое масло, ну и так далее, там все остальные. Но сейчас есть исследования такие, которые говорят о пользе и мощном воздействии масла из кокоса или сделанного из кокоса для лечения заболевания ожирения и сахарного диабета второго типа. Но есть минус. Людям, которые имеют астенический тип телосложения, которые склонны к худобе, людям, у которых снижен иммунитет, люди, страдающие иммунным дефицитом, таким людям такое кокосовое масло принимать нельзя с пищей. Но людям, у которых ожирение, рекомендуют принимать кокосовое масло. Поэтому первый пункт — это зеленый чай для того, чтобы похудеть. Второе — это грейпфрут для того, чтобы похудеть. И третье — это это кокосовое масло, которое можно приобрести. Оно продается, слава богу. Я не торгую кокосовым маслом. Чем могут быть полезны цитрусовые еще? Уникальность цитрусовых заключается в том, что цитрусовыми можно помочь человеку в некоторых случаях избавиться от ряда заболеваний. Допустим, добавив апельсиновый сок в молоко теплое и принимая такое молоко, можно улучшить состояние легких. В случае, если пить лимонный сок, то очищаются от камней почки, а также лимонный сок защелачивает желудок и очень полезен людям с повышенной кислотностью. Также питье или употребление лимонного сока помогает человеку и похудеть, и избавиться от заболевания сахарный диабет второго типа. В случае, если лимонный сок добавить в горячее молоко для того, чтобы молоко свернулось, то если использовать вот такой творожок и применять такой творожок, то такой творог, который вы изготовите, будет фактически являться компонентом, который будет помогать вашим хондроцитам вырабатывать экстрацеллюлярную матрицу и помогать формировать вам и коллаген, и эластин, и протеогликаны, то есть все для того, чтобы восстановить вашу суставную ткань. То есть можно сказать, что в случае, если у человека есть заболевания, артрит, артроз, там какие-либо проблемы, связанные с опорно-двигательной системой, то один из видов лечения этого всего может быть применение вот такого состава. То есть брать лимонный сок, его добавлять в горячее или теплое молоко, после чего творог, который образуется, принимать по столовой ложке 1, 2 или 3 раза в день. И это в комплексе может полечить вашу хрящевую ткань. Кстати, о хрящевой ткани, помните, что я сказал? Коллаген, эластин и протеогликаны. Здесь коллаген, ну с этим понятно. Мы все знаем, что хрящевая ткань, в ней она состоит из хондроитина, глюкозамина и коллагена. Именно поэтому я очень часто рекомендую принимать мой препарат коллаген. Кстати, вы можете его приобрести, прямо позвонив сейчас со скидкой минус 10%. И препарат коллагена, в чем особенность препарата коллагена? Принимая препарат коллаген, мы восстанавливаем микрофлору кишечника, восстанавливаем кожу. Человек очень
внешне становится красивее. Потому что коллаген — это макулоциты. И они формируют или восстанавливают человеку дерму или эпидермис. Именно поэтому дополнительное применение коллагена — это не только восстановление хрящевой ткани, это восстановление кожи, восстановление волос и так далее. Поэтому на первое место можно поставить коллаген как препарат, который может помочь человеку выглядеть более красиво, молодо. И, по-моему, есть исследования, которые утверждают, что коллаген участвует в процессе восстановления клеток и является тем белком, производство которого уменьшается с возрастом. То есть одна из гипотез заключается в том, что путем увеличения использования и применения коллагена можно прекратить процесс старения у человека. Именно поэтому все терапии, которые направлены на улучшение и омоложение человека, связаны с применением прежде всего коллагена. Очень рекомендую. Но все-таки о лимоне с творогом. Эластин и протеогликаны, которые вырабатываются, которые необходимы нам, они могут вырабатываться за счет 2-3 компонентов. Первое — это кальций, биологически активный, который мы можем взять из такого творога. И витамин С, который мы можем взять из такого творога. Поэтому эластин и протеогликан, для протеогликана важно, чтобы был витамин С и медь. Медь мы можем взять из препарата, который называется алгоцин нашей компании. Алгоцин, в нем находится медь. 1 чайная ложка на стакан воды или 1 чайная ложка даже на литр воды по чуть-чуть на протяжении дня. Это может стимулировать и помогать восстанавливать протеогликаны, которые связаны и с выработкой дермы, и с восстановлением кожи, и с восстановлением пигмента кожи, и с восстановлением работы легких в том числе, и восстановлением работы суставов. Ну и эластин, который тоже вырабатывается за счет того, что тоже белок, который вырабатывается с дополнительным введением и кальция, и с дополнительным введением меди. Таким образом, алгоцин, коллаген, творожок, который вы сделаете из лимона и теплого молока. Наверное. О чем же я говорил? Итак, вернемся все-таки к этой теме. Зеленый чай, дальше овсянка, авокадо, яйца, йогурт, орехи, легкие супы, лен, бобовые и зелень. Несколько еще таких вот тем. Недавно был разговор, я говорю одной женщине, которая занимается спортом, когда с ней был разговор, она говорит, что Андрей Андреевич, я считаю, что женщине каждой необходимо на протяжении дня выпивать не менее 2 литров воды. Я ей говорю, да, я с этим согласен, если есть белковая диета, если есть активные спортивные упражнения, то, скорее всего, нужно. Но, понимаете ли вы, что женщина, которая на протяжении дня принимает 2 литра воды или 1,5 литра воды, она теряет от 2 до 4 граммов железа, которые выводятся из ее тела. Причем у женщин выводится железо еще и во время менструации. И железо у женщин, кстати, выводится гораздо быстрее, чем у мужчин. И это одна из проблем, потому что часто у женщин появляется усталость, низкая работоспособность, головокружение, головная боль, мигрени. Бледность кожи, онемение конечностей, зябкость, недостаток воздуха, шум в ушах, потемнение в глазах, тахикардия, одышка, боли в груди, смена вкусовых предпочтений. Также такая женщина может быть склонна к набору избыточного веса
И когда человек говорит: Андрей Андреевич, да вроде я не астеническая и пью много воды, в чем проблема моя? За сутки из женщины выходит 2 грамма железа. Поэтому для того, чтобы не допустить истощения запасов, необходимо постоянно определенные продукты питания, которые могут возмещать. Это гранат, курага, фасоль, яблоки, персики, арбузы, земляника, тыква, свекла, морковь, банан. Все там еще больше всего находится в шпинате, а женщины этого не едят. Почему? Заставить ее кушать персики, яблоки, арбузы, если она спортсменка, нет. Фасоль женщины не любят, гранаты не хотят, это дорого, курагу и сою никто есть не будет, свеклу, морковь только в борще. И тут такой вопрос: тогда может ли женщина, которая на протяжении дня использует, как сказал доктор Берг, дополнительно применяет 2 литра воды, почувствовать недомогание? Естественно. Почему? Потому что так много женщин, которые приходили ко мне и говорили: Андрей Андреевич, я все время мерзну. Андрей Андреевич, ну что я такая бледная, никак не могу загореть. Андрей Андреевич, у меня такое ощущение, как будто я все время воздуха мне не хватает, одышка меня мучает. Андрей Андреевич, ощущение, как будто потеряла вкус. Вот что не ем, вот как-то не так, прямо не так вкусно. Сонливость, нет сил никаких и так далее. Особенно во время месячных болит очень сильно, и так, мигрени меня замучили. Чем лечить? Препарат железа. Препарат железа. Препарат железа. Почему препарат железа, а не пить воду неочищенную из умывальника? Дело в том, что не стоит путать биологически усваиваемое железо или по-другому хелат железа с ржавчиной, которую мы употребляем, когда мы пьем воду из-под крана. Но мы же жарим на чугунной сковороде. Ну и что? Вы думаете, что чугунная сковорода, она отдает молекулы железа? Ну, я сомневаюсь, что такое вообще может быть. Дело в том, что в действительности. А еще я забыл сказать, а ведь мы живем в центральной части Европы, где основным гельминтозом человеческого организма является, как ни странно, аскариды. А аскариды — это сосальщики, они сосут из человека кровь. Поэтому, как правило, женщины, которые могут и не знать, что они болеют аскаридами. И часто так бывает, что на фоне вот таких состояний человек не может разобраться. Кстати, вот в момент того, когда климакс появляется у женщины, я все время говорю: у вас появился климакс, вы должны начать принимать железо или препараты железа. А женщина говорит: при чем тут железо к этой всей системе? Я обычно рассказываю. Смотрите, потливость, сонливость, приливы, головокружение, головная боль, зябкость, недостаточность воздуха, онемение, шум в ушах, потемнение в глазах, тахикардия, одышка, боль в сердце, смена вкусовых предпочтений, смена состояния раздражения на спокойствие и так далее, раздражительность общая. Это все недостаточность железа. Как принимать железо? Железо необходимо принимать. В нашей компании продается препарат железа, называется Chelated Iron или хелат железа в 40 миллиграммах. Смотрите, женщинам, которые болеют климаксом, советую принимать в этой форме в следующем количестве: 4 таблетки утром и 4 таблетки вечером. При этом по 2 таблетки препарата Климактерикс нашей компании. Это максимально и очень быстро изменит ваше самочувствие и улучшит ваше, очень заметно улучшит ваше общее и самочувствие, и самочувствие. Женщинам, которые по диагностическим описаниям моим, а также тем женщинам, которые специально принимают по 2 литра воды в день, имеют усталость, сонливость,
частые головокружения, головные боли, а также страдают мигренями, по одной таблетке, по 2, вернее, таблетки 2 раза в день. Таблетки имеют маленький размер. В одной таблетке находится 0,4 грубо миллиграмма железа. Вы уже знаете, что женщине необходимо на протяжении дня 2 грамма. Таким образом, можно сказать, что 5 таблеток данного препарата возмещают, 1, 2, 3, 4, 5 таблеток возмещают у вас ежедневную норму. То есть 5 таблеток, принятых в любое время, они маленького размера вот такие, 5 таблеток, принятые единоразово, желательно в вечернее время, восполнят вашу дневную норму железа, и это приведет вас к тому, что первое, исчезнут головные боли, мигрени, ощущения, там есть ощущение белых точек перед глазами, темных точек, плавающих точек, ощущение зябкости, что все время ощущение, будто руки, ноги мерзнут, ощущение безвкусности еды, что не едите, вам невкусно, недостаточность воздуха, когда говорите, что ой, как будто не могу вздохнуть или все время зеваете, ощущение темных точек перед глазами, потемнение перед глазами, бледность кожи и так далее. Это все вам поможет восполнить уровень железа. Если у вас нет возможности принимать этот препарат, я рекомендую использовать препарат, вернее рекомендую использовать в пищу дополнительно яблоки, свеклу, а также на первое место по количеству микроэлемента железа в овощах находится в шпинате. Я о шпинате уже ранее рассказывал и могу с уверенностью сказать, что шпинат исключительно женский овощ. Тот, кто будет есть шпинат, будет молод и удачлив. Саним. Здравствуйте, Андрей Андреевич. На протяжении 2 лет по утрам после сна не имеют правая и левая рука. Пошевелить пальцами тяжело, но потом проходит быстро. Также по утрам, когда встаю с постели, заметила, что плечи поднимаются, потом опускаются через некоторое время. Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и чем можно помочь? Спасибо. То, о чем я сегодня говорил, вы столкнулись с проблемами позвоночника. Скорее всего, это у вас остеохондроз или формирующееся заболевание, или остеолистоз. То есть это у вас заболевания неврологические, вертебральные. То есть это связано, скорее всего, с позвоночником. Что необходимо делать? Вообще, какие существуют основные принципы работы с нашими суставами? Смотрите, с нашим позвоночником и с нашими суставами, с ними работают определенные принципы. Какие это принципы? Мы должны понимать, что в норме сам по себе позвоночник, а также ткани, которые находятся вокруг позвоночника, как правило, это хрящевые ткани, о которых я сегодня рассказывал, которые питаются, кстати, коллагеном, помните, витамином С и медью. Коллагеном, витамином С и медью. То есть, что вам необходимо начать принимать? Вам необходимо начать принимать коллаген, витамин С и медь, а также препарат Вертебралис. И что необходимо делать? Но поддерживать всю нашу мышечную, поддерживает весь наш позвоночник, суставы, все это поддерживает наша мышечная ткань. То есть, здоровье наших мышц. А здоровье наших мышц, как правило, теряется, если есть проблемы, связанные с нервной передачей, нервными окончаниями. И что необходимо делать? Любая стимуляция, какая? Любая стимуляция путем надавливания на мышцы. Ну и вот что я рекомендую делать? Помните, я когда-то говорил, банки, дальше аппликатор Ляпко, Кузнецова. Далее катание скалкой по позвоночнику. Но самое лучшее это все-таки массаж. Кровати Nuga Best, помните, я говорил об этом как-то. То есть все вот эти процедуры, в ходе которых активно массажируется, проникая как можно глубже в мышечную ткань, стимуляция. Таким образом, мышечная ткань приходит в норму, появляется
Очень часто это все происходит на фоне того, что происходит сжатие нервной ткани во время остеолистоза, остеохондроза, грыжи. И нервная ткань, она перестает передавать импульс и начинает вначале болеть, потом нет возможности поднять, появляется на этом фоне артрозы суглобов, бурсит, там артроз локтевого сустава и так далее. И чем это все, с чего необходимо начинать? Прежде всего необходимо начинать с мышечной ткани, то есть массажи. Что принимать при этом? Препарат вертебралис, витамин С, у нас он в высокой дозировке, и препарат алгоцин. При этом очень хорошо натирать позвоночник. Смотрите, в случае что-то летает, комар, представляете? Вот это да, весна. Препарат принимать коллаген, алгоцин, вертебралис, витамин С. И при этом натирать в случае, если у вас артрит и реагируют ваши суставы и вам хуже становится при похолодании, то тогда натирать камфорным спиртом или камфорным маслом. А в случае, если у вас постоянно болит и ощущение постоянно тянущей боли, то натирать нашатырным спиртом. Особенность нашатырного спирта заключается в том, что он способен расщеплять, проникать подкожно и является маркером, на который обращает внимание наша кожа и передает сигналы нашему телу. И эти сигналы говорят о том, что в том месте, где вы смазываете нашатырным спиртом, в котором находится аммиак, появляются вещества, которые связаны с окислением, то есть по-другому молочная кислота. И организм справляется с такой молочной кислотой. Таким образом, болит у вас накопление молочной кислоты. Чем убрать? Массаж и натирание обычным аммиаком или нашатырным спиртом. Ну вот так ответил, наверное. Ну вот так ответил, да. Оксана. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, у меня больше месяца стул, как вода. На что нужно обратить внимание, с чем это связано? Спасибо огромное. Это называется дисбактериоз. Дисбактериоз. Второе, диспепсия. Третье, неспецифический язвенный колит. Все три мной сказанных заболевания являются следствием, может быть, дисбактериоза, может быть, сахарного диабета второго типа, а может быть связано еще и с появлением невротического состояния. То есть это переживания, бессонницы, страхи и так далее. Но за это все отвечает удивительный фермент, который выделяет наша поджелудочная железа. Этот фермент называется пепсин. Пепсин. Смотрите, диспепсия, отсутствие пепсина. Именно поэтому вылечить такую проблему можно, принимая препарат пепсин и восстанавливая микрофлору нашего желудка и двенадцатиперстной кишки. Восстанавливать ее необходимо препаратом, который называется у нас лизоцим. Лизоцим. А невроз. Вот как при неспецифическом язвенном колите. При неспецифическом язвенном колите, который, кстати, может быть связан с неврозами. А как это вообще между собой соединено? Тоже очень несложно объяснить. В момент того, когда человек нервничает, испытывает состояние стресса, закрываются желчные протоки, желчь начинает вбрасываться в систему желудка. При этом человек в ночное время или в дневное время отравляется, происходит отравление желчью. При этом, когда происходит отравление желчью, то происходит воспаление печени, происходит разрушение гепатоцитов, происходит повышение билирубина. Это все приводит к токсическим таким проявлениям. Организм не знает, как справляться и начинает повышает кислотность в тонком кишечнике, появляются гастриты, воспаляется двенадцатиперстная кишка.
что приводит что может приводить и к дисбактериозу, и может приводить к диспепсии и так далее. Ну и поэтому что же делать? В момент того, когда происходит вот такое событие, то необходимо обращать внимание на работу в том числе и самой печени. Но если в этот момент у людей, у которых жидкий стул, если у этих людей взять исследовать кровь, то в этой крови, как правило, находится аммиак. В этой крови, как правило, находится аммиак. Аммиак приводит к энцефалопатии мозга, к печеночной энцефалопатии, к стенозу, гепатозу, стеатозу, вернее, не стенозу, а к стеатозу и к ухудшению работы печени. И каким образом можно на это подействовать? У нас есть препарат, который называется L-орнитин, и препарат называется Гепакс. L-орнитин — это аминокислота, которая связывает аммиак и выводит его из организма. Таким образом, принимая во внимание проблему, мы должны для себя четко сформулировать, можем ли мы помочь такому человеку, каким образом. Ну и мои советы. Первое — это применение препарата лизоцим. Второе — применение препарата пепсин. И третье — применение препарата Гепакс. В какой дозировке? Лизоцим 2 таблетки 3 раза в день. Препарат пепсин 2 таблетки 3 раза в день. И препарат Гепакс 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Желательно взбивать 2 раза в день. И еще лизоцим в случае, если дисбактериоз, устранит дисбактериоз. В случае, если диспепсия, пепсин улучшит общее состояние. То есть формирование стула произойдет. И третье, в случае, если есть аммиак высокий в крови, то поможет как раз применение Гепакса. Ну вот, собственно говоря. Ну, можно еще, знаете что, можно лактулозу принимать. Лактулозу. Лактулоза — это моносахарид, насколько я знаю, и не усваивается организмом, но дополнительно можно принимать. Также исключить неспецифический язвенный колит. Для этого необходимо сдать кал, обратить внимание на кал, если у вас кровь в кале, в случае, если есть, обратиться к гастроэнтерологу, пройти курс лечения, насколько помню, это использование гормональных препаратов и использование сульфасалазина. Ну вот как-то так. Павел Автовидеобар. Красненко. 1 минута назад. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как восстановить нервную систему после продолжительного злоупотребления алкоголя? Особенность алкоголя заключается в том, что при употреблении алкоголя разрушаются 2 функции. Одна функция, 3 функции вернее. Какие эти 3 функции? Первая функция — это функция работы печени, об этом все знают. Это жировой стеатоз печени. К чему он приводит? Он приводит к тому, что у человека появляется ощущение усталости, закрывается желчный пузырь, он как бы в напряжении таком находится, появляется холецистит. Там появляется изъязвление внутри желчного пузыря, что приводит человека к тому, что у него все время упадок настроения, упадок сил и так далее. Второе. У человека за счет применения алкоголя очень ухудшается работа выделения и формирования дофамина. Именно поэтому у людей, которые длительным образом, вернее длительный период своей жизни принимают алкоголь, у них происходит зависимость не столько алкогольная, сколько психоэмоциональная. То есть им хочется принимать алкоголь для того, чтобы появилась радость какая-либо. Она устраняется путем восстановления. Чего путем восстановления? Первое. Путем восстановления дофамина. Сейчас я тоже об этом скажу. Ну и третье, когда человек принимает алкоголь, он должен знать. Один
грамм алкоголя, соответственно, убирают 0,1 миллиграмма магния. Вот что происходит у людей, которые долго принимают алкоголь. Происходит формирование желчекаменного заболевания. Второе. Если не происходит формирование желчекаменного заболевания, то происходит закрывание желчного пузыря, так как желчь все время находится и желчный пузырь все время в тонусе. Что приводит к появлению высокого количества холестерина, поднятию холестерина, появлению атеросклероза, гипертонического заболевания второго типа, заболевания сахарного диабета второго типа, которое рано или поздно проявится. Стеатоз такой приведет к энцефалопатии мозга и в дальнейшем ухудшит состояние концентрации, слуха, в дальнейшем повлияет на зрение и так далее. Уменьшение магния приведет к судорожным проявлениям, к ригидности мышечной мускулатуры, особенно в области ног, особенно в области бедер, приведет к формированию сердечной недостаточности, так как влияет на сердечную мускулатуру, к уменьшению в итоге мочеполовой функции, то есть по-любому будут появляться проблемы, которые связаны и с мочеиспусканием, и с либидоимпотенцией, и даже с формированием всевозможных синдромов, вплоть до уменьшения эрекции и уменьшения, в общем-то, самих половых гормонов. Ну и тут, конечно, вопрос, чем это лечить? Объясняю. Первое, необходимо восстановить магний. Каким образом? Препарат называется магнумцид. А еще лучше, если препарат в комплексе магний B6, он в нашей компании продается. Он продается 40 мг в одной таблетке. Человеку, который принимает алкоголь на протяжении даже 1 месяца, необходимо принимать в дозировке, ну хотя бы, по моему мнению, 2,5 грамма. То есть 5 таблеток, ну по 5 таблеток 2 раза в день необходимо принимать данного препарата. И принимать на протяжении месяца. Второе, обязательно приседания для того, чтобы увеличить количество мышечных тканей в области бедер. Дело в том, что это приведет к стимуляции. Дело в том, что нет магния, нет мышц. Если человек начнет приседать, то у него появятся мышцы, и магний будет необходим. Потому что просто применение магния может быть не воспользовано нашим организмом, потому что он не захочет его брать. И ему для того, чтобы он захотел взять этот магний, ему необходимы физические упражнения. Это одна из проблем нашего организма. Нет физических упражнений, то давай магний, не давай, не захочет организм брать. Но обмануть организм возможно, делая глубокие вдохи и глубокие выдохи. И второе, это делая приседания. То есть 10 приседаний 5 раз в день, по 10 раз. И хотя бы 2,5 грамма магния на протяжении каждого дня. Улучшится самочувствие, но при этом необходимо принимать амарум. Это препарат, который будет выводить лишнюю желчь и стимулировать выход желчи. Второй препарат для улучшения работы печени, уменьшения билирубина и токсического воздействия на печень. Это препарат Тантал. Для лечения поджелудочной железы, так как она отравлена желчными кислотами, это препарат Панкрисорб. И самое важное, это восстановление циркадных ритмов, которые прежде всего нарушаются у людей, использующих алкоголь. Как? Алкоголь приводит к повышению адреналина в момент того, когда человек выпивает алкоголь. То есть у любого алкоголика при выпивании первой рюмки алкоголя увеличивается адреналин в крови. Когда адреналин увеличивается, в этом, в общем-то, ничего плохого нет, но адреналин стимулирует норадреналин, который является прекурсором выработки дофамина, который влияет на ядро прозрачной перегородки, о нем рассказывал нуклеус яккумбенс. И это ядро отвечает за восприятие радости, то есть адреналин выделился, радости у человека, поднятие настроения, радости и так далее. В этот момент происходит сжигание магния, о котором я сказал вам, ригидность мышечной мускулатуры появляется и так далее. И нам теперь нужно что-то дать. У человека такого обычно происходит нарушение сна. У профессионально употребляющих алкоголь людей практически у всех начинает происходить нарушение сна. То есть нарушение сна происходит за счет, прежде всего, нарушения самих циркадных ритмов.
То есть происходит нарушение циркадных ритмов, управление тела, управление сознания процессом релаксации, процессом засыпания, перехода в разные степени погружения в сон, пробуждения, там, восстановления и так далее. Эти все процессы нарушаются, и за это все отвечает как раз ядро прозрачной перегородки, нуклеус аккумбенс. И чем же его подкормить? Он должен создавать дофамин, серотонин и окситоцин. И нам необходимо что-то дать для того, чтобы... И это самое важное, что необходимо алкоголику. Именно это. Что это? Это два гормона. Это, вернее, один гормон, одна аминокислота. Что это за аминокислота? Это аминокислота, которая называется L-триптофан. Ее принимать 2 таблетки 3 раза в день. И самое важное, это восстанавливать циркадные ритмы сна. Препарат мелатонин. Человеку, долгое время использующего алкоголь в ходе стимуляции, с потерей дофамина, с развитием там, алкогольного делирия или там, каких-то специфических психических отклонений и так далее, ну, вплоть до формирования психиатрического заболевания, таким людям необходимо принимать обязательно в ходе лечения от алкоголизма не только восполнением тела магнием и лечением желчного пузыря и поджелудочной железы, а обязательно действовать на систему формирования восприятия хороших моментов. Потому что это одна из причин того, что человек вновь хочет выпивать алкоголь. Нет радости. А радость мы можем увеличить, если восстановим циркадные ритмы и восстановим, в общем-то, дадим питание для того, чтобы нуклеус аккумбенс могла создавать данный гормон. И данный гормон мы даем питание в виде препарата L-триптофан и восстанавливаем циркадные ритмы препаратом мелатонин. Мелатонин принимаем по 1 таблетке 2 раза в день, в любое время. Но вечером можно перед самым сном выпивать еще 1 дополнительную таблетку или даже 2. А еще если есть нарушение сна, все-таки принимать еще дополнительно к мелатонину, принимать еще дополнительно препарат Соник компании «Тибетская формула». Друзья мои, не забываем, вы прямо сейчас можете набрать нашим операторам, позвонив им по этому номеру телефона, или набрать им в Telegram, в WhatsApp и Viber, где вы можете прямо сейчас все препараты, о которых я рассказываю, приобрести со скидкой минус 10%. Если человек начнет самостоятельно восстанавливаться после длительного употребления алкоголя, то шансы восстановить физиологические процессы есть. И они, как правило, улучшаются, если есть дополнительный спорт. Почему спорт? Человек начинает приседать, подтягиваться, поднимать тяжести, происходит улучшение метаболизма, и за счет этого происходит увеличение мышечной массы, которая тянет за собой увеличение метаболизма, усвоения магния, и организм сам уже начинает находить свой магний. Но нервную систему не обманешь. Наша нервная система, она более чем все остальное подвержена влиянию использования наркотиков и алкоголя. То есть мы мы высокоразвитая система, человеческий организм, высокоразвитая система психическая. И нам для поддержания психики тоже мы должны знать, что психике мы нашей вредим за счет алкоголя, и нашу психику нужно восстанавливать, и это необходимо ставить на первое место. Иначе процесс вторичного или там, следующего появления желания возникнет, хотите вы этого или нет. Именно поэтому, для того, чтобы не развивались неврозы, вот эти все привычки, необходимо лечить правильно. Я бы еще добавил спрей для носа окситоцин. Он тоже является прекурсором дофамина, как бы заменяет дофамин и тоже воздействует на ядро прозрачной перегородки. И таким образом мы можем восстановить и сознание, разум, восприятие,
гормоны, эндокринную систему, реакции, либидо, потенцию, работу печени, общую нейрогуморальную систему. Вот все за счет использования данных препаратов. Надеюсь, вам вообще интересно. Так, молодцы. Скажите, пожалуйста, у меня больше месяца стул как вода, ответил. Я Наталья Октябрьская, пишет Наталья. После курса антибиотиков была пневмония бактериальная. Что можно пропить, так как сейчас слабость, голова кружится, усталость, так как после эхо нашли атеросклероз, аорты, стеноз сосудов и холестерин 6,2. 6,2 это не мега высокий холестерин, не стоит этого бояться, но после курса антибиотиков, после такого стресса, вам необходимо знать, что необходим ряд препаратов. Первый препарат, который вам необходим, их 3. Первый препарат для того, чтобы в дальнейшем пневмонии бактериальной не было, провести ингаляции с препаратом популин. Второе, необходимо принимать лизоцим, потому что это естественный антибиотик, который влияет как раз на те бактерии, которые могли вызвать у вас бактериальную пневмонию. И лечение атеросклероза в вашем случае лучше всего это апельсин с молоком, то, о чем я сегодня говорил. Пейте апельсин с молоком. Берете 250 граммов апельсинового сока свежего, при этом берете теплое молоко, смешиваете между собой и принимаете. Второе, принимайте препарат лизоцим по 2 таблетки 3 раза в день. И для стимуляции иммунитета принимайте препарат бетулиновая кислота. 1 таблетка 2 раза в день. Либо еще второй вариант, принимайте эликсир, который называется эмбрио, эликсир эмбрио. Принимайте его 1 чайная ложка на пол-литра воды. Делаете ингаляции с таким эликсиром, а также принимайте его по чайной ложке 2-3 раза в день. Так, мне сегодня нужно... Сейчас выключу телефон. Катерина Фрышко. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. Извините за откровенность, тревожит иногда. Это хорошо, что иногда. Зеленоватые выделения из половых органов без запаха или каких-либо дополнительных симптомов. Месячные без перебоев. К врачу попасть сейчас трудно. Подскажите, что нужно, на что нужно обратить внимание. Вы должны знать, что любые выделения из половых органов являются прежде всего инфекционными заболеваниями. Это, я не думаю, что это что это связано с гонореей. Я думаю, что это может быть обычный вагинит. Каким образом можно полечить? Принимайте препарат метронидазол, 1 таблетка 1 раз в день 7 дней, можно с бифидобактериями какими-нибудь. Делайте спринцевание, 1 стакан воды по 2 капли ароматических масел, нероли аниса, жасмина и чайного дерева. Делайте спринцевание обязательно. Можно еще, мазь не нужно использовать. А в дальнейшем, когда будет возможность, все же обратитесь к врачу. Скажите, уже целый месяц кашель низ закладанный. Еще забыл сказать вам, Наталья, вам хорошо попринимать, вам делать хорошо ингаляции с солевым раствором. Второе, вам необходимо принимать тот творог, который из лимона делается с молоком. А еще вам очень нужно увеличить прием кальция. Желательно карбонат кальция. Вы можете его изготовить сами. Берете яичную скорлупу, толчете ее, 1/4 чайной ложки яичной скорлупы, можно с водичкой, можно без, 1 раз в день, через день 15 раз. Это все восстановит вам после пневмонии бактериальной, восстановит ваши легкие.
Анжелика. Дорогой Андрей, Андрей, спасибо за ответ. Пожалуйста, касательно. Это вообще за другое число, понял. Перехожу в YouTube. Всем поклонникам Андрея Андреевича крепкого здоровья. Спасибо, Людмила Сигилу. Марина Кочекова. Здравствуйте, уважаемый учитель, всем добра. Спасибо. Счастья. Дякую, дуже приємно. У мужа псориаз и плохо слышит. Как с этим бороться? Спасибо. Псориаз лечится моим препаратом. Сынок, дай мне, вот там мазь лежит в пакетике, пожалуйста. Сейчас мой сынок даст мне мазючку. Да, вот ее и вот эту дай. Вот ее давай. Нет, мазь. Вот, малой. Вот мазь. Давай вот эту мазь и вот эту мазь тоже. Вот они на столе. Молодчина. Спасибо. Есть мазь, она называется псориатикс. Вот такая мазь псориатикс. Она в действительности мегаэффективная. Верьте мне, не верьте. Очень рекомендую ее использовать. Во-первых, она уберет сразу же, буквально за один раз, уберет у вас болевое ощущение. Обычно при псориазе происходит сильнейший зуд, появляется сильнейшая, может быть, геморрагия, то есть лопается кожа твердая становится. И буквально за один раз, когда вы смажете данной мазью, вот этот синдром, что чешется, зуд, болезненное ощущение, оно исчезнет. Поэтому применяйте. Но не стоит забывать, что псориаз является аутоиммунным заболеванием, по моему мнению. И, по моему мнению, лечение такого заболевания возможно. Существует ряд научных работ, которые рекомендуют в ходе лечения данного заболевания использовать два препарата. Первый препарат называется бетулиновая кислота, и второй препарат называется кверцетин. И первый и второй препарат создан и используется в моей компании в ходе помощи людям, у которых появляется подобная проблема. Используйте данные мазь псориатикс и используйте оба препарата, бетулиновая кислота и препарат кверцетин. И бетулиновую кислоту, и препарат кверцетин необходимо принимать по 2 таблетки, по 1 таблетке 3 раза в день или по 2 таблетки 2 раза в день. Очень часто люди жалуются на то, что у них появляются микозы. Дело в том, что общаясь с одним отоларингологом и в неформальной такой обстановке, я у него спросил, в чем является причина заболеваний внутреннего уха. Вообще, в чем причина появления пробок? Это так нетипично, и почему вдруг это происходит? Вот в чем основная причина? На что он сказал мне, что по его мнению, опять-таки хочу сказать, что это не является медицинским заключением, и это одна из гипотез. Но по его мнению, все абсолютно заболевания, которые связаны с ухом, по его мнению, как правило, возникают на фоне поражения самого уха и ушных раковин и внутреннего уха микозами, то есть по-другому грибковыми инфекциями. И он говорит, что, как правило, лечение без лечения грибковых инфекций ни к чему не приводит. Но потом, когда мы разговариваем, он говорит: Андрей Андреевич, а вы знаете, что существуют такие микозы, которыми человек может болеть и страдать от них всю жизнь? То есть он говорит: у меня есть люди, вот все любые препараты, они бесконечно болеют, вечный шум в ушах, и зуд в ушах, и это хронические пробки, и, говорит, ушами мучатся с самого рождения до самой смерти. Ничего не могут с этим сделать. Андрей Андреевич, вот если бы кто-то нашел вот препарат, который был бы эффективным, то это было бы интересно. Я могу сказать, что данный препарат мной найден. Он называется мазь від бородавок и наростів. Не смейтесь. Но дело в том, что, по моему мнению, бородавки являются тоже элементом воздействия на организм микозов или грибков. А также наросты, в частности, это могут быть шипы всевозможные, папилломы, они могут быть тоже элементами
воздействия грибковой инфекции. Тем не менее, посоветовав это людям, своим знакомым, друзьям, близким, у которых есть заболевание зуд в ушах, люди отзвонились в тот же вечер, когда им назначил данную мазь. Человек позвонил и говорит мне: Андрей Андреевич, ну прям низкий поклон. Один раз смазал, тут же перестало болеть, и ухо прямо нагрелось. И я понял, что оно у меня не чесалось, оно у меня болело. Все ухо у меня всю жизнь болит. А здесь смазал, и оно потеплело, и стало приятно и хорошо. И я могу сказать, что да, в действительности использование данной мази помогает избавиться от микоза в том числе. Почему это происходит? В данной мази используется компонент, который называется АСД вторая фракция. Кстати, вы не обязательно должны приобретать мою мазь. Вы можете использовать АСД вторую фракцию, приобрести ее в ветеринарной клинике и лечить грибковые инфекции, будь то в ушах или будь то там, на стопах или на ногтях, ну где хотите. Главное, чтобы помогал. Как много пожеланий, спасибо. Анжела Черненко. Что поможет от хронических мигрений? Помните, я сегодня говорил, хронические мигрени, по моему мнению, являются хронической железистой недостаточностью. То есть вам необходимо увеличить прием железа. Увеличьте прием железа по 4 таблетки моего препарата Iron хелатный 2 раза в день. Принимайте его на протяжении месяца и принимайте совместно с препаратом, который называется Мигрофит. Мигрофит. 2 таблеточки 2 раза в день. Андрей Андреевич, уважаемый зритель, пишет Наталья Викторовна, ставьте, пожалуйста, лайки. А, да, действительно, ставьте лайки. Нас смотрит 389 человек. Хочу сказать, что наша тема сегодня ответы на вопросы питания и здоровья, но по питанию, мне кажется, нужно договорить. Есть ряд таких продуктов, вот допустим, я когда-то советовал и обосновывал, почему я рекомендую использовать 2 каши или смешивать 2 каши между собой. Допустим, по моему мнению, самое лучшее это рисовая с гречневой. Если каждый день смешать рисовую и гречневую кашу и есть это как гарнир, то на протяжении 2-3 месяцев вы заметно снизите жировую прослойку. Это связано с тем, что наш организм таким образом реагирует. Есть целый семинар, который называется «Лечение кашами», где я объясняю, как можно лечиться кашами и говорю, почему гречневая и рисовая каша могут вот таким образом помочь человеку похудеть. Марина Жигетти. Здравствуйте. В последнее время частые затяжные бронхиты, сильный кашель долго не проходит. Что СТФП принимать? Первое, что необходимо знать, попринимайте, вернее, сделайте ингаляции с солевым раствором. Возьмите соль, 1 столовая ложка на стакан теплой воды, размешайте. После чего проведите ингаляцию. Можно с горячим паром, можно в камеру ингалятора, недолго, от 1 до 7 минут. Также купайтесь в очень соленой воде, ропе, и обтирайтесь такой водой. Второе, увеличьте прием кальция. В нашей компании кальций есть в продуктах. Цитрокальцимин, мне очень нравится, это биологически усваиваемый кальций. Это препарат, который называется кальций D3. Есть препарат, который называется карбонат кальция. Вот любой из этих препаратов, можете взять любой другой компании кальций. Если вы будете покупать какой-либо кальций, рекомендую Золгар компанию, мне очень нравятся препараты Золгар. И любой препарат, который может стимулировать иммунитет. Какой это препарат? Это препараты для стимуляции иммунитета. Антиоксидантные, кстати, необходимо препараты какие-либо попринимать. Но сейчас к ним вернемся. А из препаратов, которые для стимуляции иммунитета и увеличению цитокинов,
Это препарат на первое место кверцетин, на второе бетулиновая кислота, на третье место демилон. Можно все три. Демилон, кверцетин, бетулиновая кислота. Если вы не можете найти какого-либо препарата прямо сейчас на нашем сайте tibetanformula.com, то вы можете обратиться к нашим операторам, позвонить прямо сейчас по этому номеру телефона, сказать волшебное слово «Вебинар Дуйко», и прямо сейчас вебинар Дуйко по здоровью, и прямо сейчас получить скидку в минус 10% на каждый препарат, о котором я рассказывал. Екатерина Назарова. Андрей Андреевич, почему левая нога всегда холоднее, чем правая? Скорее всего, это связано с тем, что у вас развивается полинейропатия или артериосклероз, либо артериосклероз нижних конечностей, либо это нейропатия, невропатия. Это все, как правило, связано с, может быть, заболеваниями позвоночника, заболеваниями тазобедренного сустава. Чем это все лечится? Можно попробовать делать пояснично-крестцовому отделу массажи. Можно делать медовый массаж. Возможно, это на фоне ишиаса хронического. То есть полежать на иголочках, там аппликатор Ляпко, Кузнецова. Далее сделать медовый массаж, обратиться к массажистам. Сделать медовый массаж тазобедренного сустава. Помните, я сегодня говорил о том, что есть три проблемы, которые возникают у человека. Это проблемы, связанные с восстановлением хрящевой ткани, из которой состоит и позвоночник, и тазобедренные суставы, и коленные, и локтевые, и там все остальные. То есть это хондроциты, которые вырабатывают экстрацеллюлярную матрицу, то есть по-другому весь суглоб, который состоит из коллагена, эластина и протеогликанов. Коллагены, эластины и протеогликаны, они вырабатываются за счет того, что человек принимает коллаген, далее витамин С и далее медсодержащие препараты. Из таких препаратов медсодержащих это препарат нашей компании Алгоцин. Алгоцин. Здравствуйте, Андрей Андреевич. А что вы можете посоветовать, если в моче найдена кишечная палочка? Да вы что? Надо проводить исследование слепой кишки. Это обязательное условие. То есть провести исследование, зондирование слепой кишки. Только таким образом. И это опасно. Какие параметры роста и веса считаются нормой у женщины, а какие говорят о диабете второго типа? Диабете второго типа говорят не параметры человека, а, как правило, говорят анализы. Какие это анализы? Это индекс НОМА и это второе, это инсулин. Даже если инсулин минимально выше нормы, это говорит о том, что есть сахарный диабет второго типа. Но я, как человек, занимающийся давно, наверное, исследованиями такими, я могу сказать, что, по моему мнению, любой избыточный вес, который проявляется в виде двойного подбородка, большого живота висящего, может быть жировых отложений, бедрах, на бедрах, холка. Вот эти все проявления, по моему мнению, есть наличие сахарного диабета второго типа. То есть, если вы можете взять живот или бока свои и в них вместить большие складки жировой ткани, то это, скорее всего, и есть сахарный диабет второго типа. Все-таки, если у вас одна нога не имеет, а вторая не имеет, я рекомендую все-таки пропить препарат альфа-липоевой кислоты. Альфа-липоевая кислота является одним из препаратов или витамином ПП, так же как и кверцетин и рутин.
одной из разновидностей, и является эффективным при лечении вот как раз таких заболеваний, когда происходит ухудшение передачи нервных импульсов центральной нервной системы к конечностям, и в этот момент помогают препараты альфа-липоевой кислоты. Рекомендую использовать при сахарном диабете как первого типа, так и второго типа. Тамара Клочко. Андрей Андреевич приняла только что таблетку L-орнитин. Нет, не L-орнитин, а L-карнитин вы приняли. Потому что у нас орнитин это препарат гипакс, и он называется гипаксом. А то, что вы приняли L-орнитин, называется карнитин, L-карнитин. И просто родилась на свет. Ушла тошнота и вздутие желудка, а также изжога. Просто супер. Смотрите, L-карнитин это препарат, который воздействует и снижает холестерин. Поэтому, если у вас вздутие, тошнота и изжога, это может быть повышенный холестерин. Поэтому снизить холестерин в том числе возможно, если принимать препарат L-карнитин. Я на фоне приема препарата L-карнитин могу сказать, что произошло уменьшение жировой складки в области живота. То есть это складка, которой страдают все мужчины от 50 лет и старше, а я как раз к этому типу людей отношусь. И, конечно, нужно справляться с таким типом ожирения, висцеральным ожирением. И вот справиться с висцеральным ожирением помогает в том числе и препарат L-карнитин. Вот сегодня я говорил о препарате магний B6. Вот называется он у нас сейчас магнезиум плюс B6. Мы сделали апгрейд, то есть переделали визуальную константу нашего препарата. Сейчас этот препарат выглядит красивее, мне кажется, так он выглядит лучше. Несколько слов о мультивитаминном комплексе, который называется у нас мультивитаминный комплекс B1, B2, B6, B12, D3, D6, PP, E, C и A. Чем он интересен? Данный препарат в такой концентрации прежде всего воздействует на восстановление функции иммунитета, на восстановление утерянных сил и так далее. Препарат в очень высокой концентрации, поэтому принимать препарат для восстановления иммунитета по одной таблетке 1, 2 или даже 3 раза в день на протяжении 1 месяца. В одной баночке 90 таблеток. И последние препараты, о которых хотелось бы мне сказать, это капли. Сегодня я хочу рассказать о 2 видах каплей. Одни называются у нас MacLife, а другой Нормалин. В чем особенность данных препаратов? Препарат Нормалин – это препарат капли, экстракт растений, которые очень успешно и очень быстро снижают давление. Данный препарат, как его принимать? Необходимо взять и 10-30 капель капнуть в стакан воды. После чего желательно теплый, и после этого медленно выпить утром и вечером. Это все нормализует и снизит давление. Препарат Нормалин снижает давление. В тот момент, как препарат, который называется MacLife, повышает давление. Очень часто есть люди, у которых есть сниженное давление. И данные люди очень часто не знают, чем повышать давление. Это может быть связано или быть на фоне астении, анемии, сниженного иммунитета и так далее. Так вот, улучшить, есть сердечная недостаточность, сердечная астма, есть ишемическое заболевание сердца. В этом случае поможет препарат MacLife. Данный препарат MacLife – это препарат, который улучшает и увеличивает давление, улучшает общее состояние. Также препарат содержит вещество, которое помогает усваивать азот, содержащий соединения, поэтому данный препарат может помочь человеку улучшить состояние мышечной мускулатуры. Точно так же 10-30 капель на стакан воды 1-2 раза в день. Я желаю всем здоровья, здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Если у вас остались вопросы, обязательно позвоните и задайте вопросы операторам нашего сайта.
Оператор нашего сайта — это профессиональные врачи, которые могут вам помочь советом, а также назначением, не всегда нашим, может быть и медицинским. Тем не менее, мы стоим на защите вашего здоровья и всегда стараемся сделать все для того, чтобы помочь вам, несмотря на такое сложное время. Еще раз большое спасибо за ваше участие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте здоровы.